Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te 100 lame mentre cerco. Очень маленькое вступление. Это я в аэропорту. Первый город в моем направлении — это был Турин. Выбрал я его абсолютно случайно. Я просто посмотрел на Киви дешевые билеты и выбрал случайное направление. Потом я себе придумал план, чтобы двигаться с севера на юг, и остальные города выбирал по этому маршруту, чтобы, в общем-то, догонять ускользающее лето. Боже, очень скрипучая дверь. Замечательный шоу-тур по квартире. Короче, дофига зеркал, дофига шкафов. Я очень уставший. Туалет. Короче, это последний этаж. Прям до него даже лифт не едет. Нужно подниматься. Маленькая кухонька. Вот. И сама комната. Короче, я бы тут, наверное, даже жил. Она, конечно, маленькая, и я, типа, бьюсь головой, когда хожу. И тут еще очень классный вид, но на самом деле нифига не видно сейчас. Я покажу тебе утром его, когда будет видно все. Вот, самая вишенка на торте, которую не ожидал, не знаю, умышленно либо нет. Это, та-да, пиво. Такие дела. Собственно говоря, вид из окна. Честно говоря, этот вид я снял раз 50 и на телефон, и на камеру, и я уверен, что каждый раз, когда я его смотрел, я думал, блядь, какой же охуенный вид. Надо его еще раз снять. Bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male, che c'hai sempre qualcosa da insegnare. Mi metto in crisi in questo testo, non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. Первые дни я снимал все подряд, мне очень нравился город, мне хотелось его захватить весь, вот в этих вот всех мелочах, в маленьких дворах, в неоновых вывесках, в походах по улицам. Да и в целом это видео, это скорее сборник каких-то интересностей, которые мне понравились, а не полноценный travel-блог. Sembra stupido ma ci credevo e ci credevi anche te. E non è facile trovarsi mai, oh mai, oh mai. E tu mi dici meglio se ora vai, ormai è tardi. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. Ранее в кадре была река, она называется По. И здесь вы можете видеть типичную улицу для Турина. На самом деле он весь покрыт такими улицами, они называются галереи. Я был осенью и не очень ощутил прелести пребывания на крытых улицах, но я уверен, что когда летом стоит жара, по ним очень приятно прогуливаться. Собственно, главная достопримечательность Турина называется Моле Антонелиана. Это экспериментальное здание высотой 167 метров. Но самое главное, что оно охренительно большое. Оно возвышается над всем городом, и пока к нему не подойти вблизи, сложно представить, насколько оно большое. Sei bella che la musica non c'è. Sei bella che la musica non c'è.
Собственно, вид на весь город, на Моле Антонеллиано. И это место, которое самое популярное для фотографий для Тиндера. Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Я далеко не всегда брал с собой камеру, я как-то не выработал такую travel-блогерскую привычку, поэтому много материалов с телефона, каких-то в основном фотографий. Например, вот вам стритфуд Турина, бутерброд с полусырым мясом, очень вкусно, я съел их штук 40. Еще вывески, еще улочки, еще дворы, еще проходы по галереям. Конечно же, вид из окна в дождь, вы этого еще не видели. Ну и, конечно, звездный компаньон всей поездки, он не раз еще появится в этом видео. Эта деревня называется Борго Медиевале. Это средневековая деревня, которая показывает быт жителей Пьемонта 15 века. Однако она искусственная. Она была построена в конце 19 столетия, и она выполнена в средневековом стиле, но не является настоящей средневековой деревней. Однако погружение вообще максимальное, ощущение, будто я в Новиграде. Последние деньки в городе и еще немного рандомных фотографий из прогулок по городу, и еще галерей, и еще интересных вывесок и ресторанов. Здесь я залил в посудомойку средства для мытья посуды. Здесь меню из ресторана, где слева на итальянском, а справа на пьемонтском языке, локальном языке региона. Я часто заказываю блюда наугад, и в этот раз были маринованные грибы порчини с вареной морковкой на гарнир. Che può crescere, prendere le sue cose e poi partire, ma sente un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Ho detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire, ma Coraline non vuole mangiare, no. Это, как выяснилось, жареные в фритюре свиные мозги и грибы порчини. Собственно, осенью сезон этих грибов. Forse il mare è dentro di lei e ogni parola è un'ascia, un taglio sulla schiena, come una zattera che naviga in un fiume in piena. E forse il fiume è dentro di lei, di lei. Sarò il fuoco ed il freddo, riparo d'inverno, sarò ciò che respiri, capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere, il significato del bene, sarò anche
я на вокзале в Турине, и я отправляюсь в следующий город. В Италии просто офигительная сеть железных дорог. Из любого города в любой можно попасть на поезде. Ну, с определенным количеством пересадок, конечно. Но я просто обожаю путешествовать на поезде. И почти всю поездку по Италии я путешествовал именно на поездах разных, от региональных до суперскоростных. Ну вот она, собственно, следующая дестинация. Итак, мы с вами находимся в городе Генуя, который находится в регионе Лигурия. Несмотря на то, что он находится совсем рядом с регионом Пьемонт, в котором находится Турин, у них очень разная культура, очень разная кухня и даже разные языки локальные. Генуя сейчас 6-й по величине город Италии, но когда-то это был центр могущественной Генуэзской республики, а также это родина Христофора Колумба, и еще в Генуе открылся первый в мире коммерческий банк. Генуя располагается по факту на одном большом холме, и все улицы очень крутые, и приходилось очень много подниматься и спускаться по ним. Мы продолжаем наш рум-тур по городам Италии. На этот раз мы в Дженуе. И что мы тут видим? Мы тут видим, что чтобы сюда добраться, мне пришлось пройти примерно 500 тысяч ступенек. Но вид, не знаю, атмосфера, все другое. Все абсолютно другое, чем в Турине. Такая вот хатка, короче, диванчики, постельки, душ прям на кухне, стол, кухонька. Вид из противоположного окна. На этом мы заканчиваем наш шоу-тур. И до встречи в новых городах. Генуя меня встретила улицей Гарибальди, на которой расположено очень много дворцов. По факту это вся улица, состоящая из дворцов. Из-за того, что город расположен на склоне горы, то у него есть несколько уровней, даже 3, наверное, которые располагаются друг над другом. И между ними можно передвигаться, например, на городских лифтах, которые являются бесплатными и соединяют разные части города, разные уровни города. Здесь нужно обратить внимание на цены. За 12 евро можно купить литр неплохого вина к ужину. Собственно, это выход из моего дома, и я хотел показать улицу, по которой я передвигался каждый день вверх-вниз, чтобы добраться от остановки или из города домой. Камера, однако, не передает наклона этой улицы, а он довольно ощутимый. Особенно это ощущалось, когда я поднимался домой вместе с чемоданом, когда я приехал только в Геную. Tomo il pericolo ed io che mi ostino a starci sopra. Baci rubati, respiro gasolio.
sentimi il polso, percepisco sangue freddo nelle mie vene. A 180.000 giri su una coupe, 2 molotov in fiamme nella corrente. Ti stringo i fianchi, amore, sei te, l'ultima curva insuperabile. 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 Топонимы в Генуе, помимо, собственно, улиц, по-итальянски «виа», также называются «салита», что означает «подъем», и их очень много. Мое рабочее место в квартире в Генуе, будто приехал к бабушке поработать. Собственно, целостных видео все еще не так много, и поэтому вот вам еще вывесок, и еще фоток улиц, фоток еды и, ну, собственно, меня. В каждом новом городе я одним из первых дел стараюсь зайти на рынок. Обычно в Италии это дороже, чем супермаркет, но вот этот вайб, эти свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, это очень круто, мне очень нравится. Это замок Д'Альбертис. Сегодня в нем находится музей мировых культур, но я в него сам музей не заходил, но просто поснимал клевых видов на город с горы. А гор здесь, в общем-то, много. Io di te tramonti di città che non ci vedono, tu di me cancelli quegli orari che non servono, tu di me le passeggiate lunghe che sanno d'estate, io di te una foto da bambino in cui non sei tuo padre, tu di me un biglietto per il treno, le mie coordinate, io di te proteggo i sogni veri e se vuoi rimanere, io di te non ho paura. Cosa vuoi sapere ancora? Che di te io non ho... Это не музей, это барахолка в историческом здании. Tu di noi che cosa vuoi sapere? Tu di me, io di te, tu di me, io di te, io di te, non ho paura, tu di noi che cosa vuoi sapere? Ну и довольно регулярная уже рубрика. Это не метро, это фуникулер. У него, по-моему, что-то типа 7 станций, и он соединяет центр города с самой высокой точкой города, где, собственно, начинается лесной парк. Это схематичный план прогулки по, собственно, горному хребту, где можно видеть приблизительное расстояние до ключевых точек на этом маршруте. Так, мы направляемся
вон туда, наверное, или туда. Ну, короче, час идти. Море вдалеке. Из-за того, что тропинка очень узкая по всему маршруту, я долгое время шел за пожилой парой, которую я периодически обгонял, но потом я останавливался, чтобы что-то снять или сфоткать, и они меня снова догоняли, и мне пришлось за ними идти гуськом, потому что в некоторых участках невозможно обогнать. Блять, я заблудился, надеюсь, что дорожка ведет меня туда, куда мне надо. А надо мне вон, блядь, на ту хуйню. Tu di me, io di te. Tu di me, io di te. Немного дождливой Генуи, я пошел гулять в город днем, и меня застал дождик, я от него спрятался в центре города, вот, и потом этот дождик перешел в настоящий ливень. Я ждал под строительными лесами, пока можно будет безопасно выйти вообще. Здесь вы можете видеть, собственно, вид из моего окна. Я дождался солнечного дня хорошего, чтобы это все снять и показать вам. Квартира сразу сдавалась с бельем на сушилке. Я его все поснимал, когда начался дождик. Хотя, возможно, она уже там много месяцев висела. Я не знаю, по какой причине я не комментировал эти видео в момент съемки. Сейчас это все комментировать намного сложнее, но это опыт. Troppa luce pure per il sole ed ho paura anche di uscire da casa. Entri nella mia vita alle 2 di notte, mi svegli sempre poco prima dell'alba. Sei così calda, sei così estiva, mi fai respirare male, serve una piscina, vorrei. Итак, это моя дорога на вокзал, это последний день, последние минуты в городе. В Генуе я уже старался больше снимать, чаще брать с собой камеру по сравнению с тем, как я был в Турине. Поэтому здесь есть больше минут каких-то проходов по улицам, которые мне показались достопримечательными. Это улица Бальби, одна из главных улиц Генуи, очень аристократичная улица, на которой располагалось очень много дворцов. Тут же располагается Генуэзский университет, она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но для меня она примечательна в первую очередь тем, что это первая улица, которая меня встретила по дороге от вокзала к моему жилью в Генуе. И я очень впечатлился этим городом, влюбился вот именно после вот именно этой улицы. Non lascerò mai poggiare la tua testa sul letto senza la mia mano dietro. Abbiamo il pomeriggio
La tua pelle è come porcellana, le tue labbra sono chewing gum da masticare zitti. E tu sei così bella che a volte fai male. Gioco nervosamente con il telefono in mano, non so nemmeno se esisti, il mio cuore è cambiato. Hai giocato con lui finché non si è scaricato. E tu mi strappi il cuore e poi ci passi sopra, come un fulmine che squarcia il cielo, tu che mi attraversi, fallo un'altra volta. Come un proiettile che lascio il segno, prima conoscevo solo la paura. Lascia che tu sia una mia fantasia, prima che riapra gli occhi e ti portino via la mente e il nostro hotel. Ma tu in che stanza sei? Voglio mettermi nei guai a partire da adesso, a partire da te. Dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola. Forse ciao suona meglio di addio. È una di quelle notti infinite, chiudi quella porta e sparisci. Forse ciao suona meglio di addio. Immaginarti è difficile adesso, arrivi e sparisci il silenzio, mi sta sfuggendo di mano. И вот я снова на вокзале и направляюсь в следующий город. Sto riempiendo gli spazi con cose di noi, conosco solo il divario, centimetri in mezzo. Dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola. Forse ciao suona meglio di addio. È una di quelle notti infinite, chiudi quella porta e sparisci. Forse ciao. Итак, Флоренция, город да Винчи, Данте, Ренессанса, вот этого вот всего. Забегая немножко вперед, скажу, что на город были большие ожидания, но они прям сразу же в первый день не оправдались, и я очень сильно разочаровался в городе. Laura guarda il mare come lo sanno guardare solo certi figli del... Это известные бутерброды из Флоренции, за которыми, если прийти днем, стоит невообразимая очередь, которую я покажу позже. Итак, мы вас приветствуем на очередном выпуске рум-туров в Италии. Начинаем с подъезда и заходим. Я даже с последней лестницы, мне хуище, чтобы что-то подняться. Это квартира мужская. Посмотрим, что же у нас тут. И сразу же нас встречает лестница. На первом этаже находится кухня. Кухня небольшая, но очень уютная. Туалет и ванную показывать не буду. Пускай это останется сюрпризом. Мы отправляемся дальше. На следующем ярусе находится зал. Такое вот замечательное пространство с гитарой, с открытыми окнами, с прекрасным видом. Мы направляемся дальше. Тут у нас спальня. Замечательная спальня, кстати, везде каменный пол. И спальня сразу сдавалась разбросанными шмотками по ней. Рабочее местечко. И напоследок покажу вам кое-что интересное. Мы отправляемся на следующий ярус.
Тут окно, которое выходит в окно. Спальня, опять же. И что мы тут видим? Прекраснейшую террасу. Мы видим лестницу на следующий ярус и передвигаемся на самую последнюю, самую безопасную зону. И выше этой точки уже подняться невозможно. Но с нее можно легко ёбнуться вниз. Прекрасные места для Assassin's Creed. На этом мы завершаем наш показ. До новых встреч. Выходной день, и все улицы центра города выглядят вот так. Это та самая очередь за бутербродами. Adesso anche il parroco ha un tatuaggio con su scritto l'anima mia è di Dio. Il tempo non si ferma, non si è mai fermato, quello che è passato chissà dove è andato. Forse in quel cassetto dove nascondevo la carta stagnola o nel bar da Mauro. Maledetto il giorno in cui mi son fidato di questo paese, lurido, sperduto, imbarazzato, freddo, grigio, solitario, disastrato, dove ho creduto di esserti vicino, ma vicini erano solo i guai ed i tuoi. L'ambulanza grida e porta via mio padre, il sangue ormai è seccato, almeno te l'ho presentato, poi sono scappato. Тоскана в миниатюре, очень похожа, между прочим, на Туссент. Несколько раз стабилизатор на камере играл нездоровую шутку со мной, просто считая, что горизонт нужно держать под наклоном, и иногда просто не поворачивал камеру в нужное мне направление, но потом я все больше осваивался. Это лампредотто, бутерброд с вареным желудком коровы. Скоростной поезд, он может разгоняться до 300 км в час. Это отель и бар в здании бывшей тюрьмы. Это номерок в очереди на рынке. Вообще, только спустя несколько дней я как-то начал втягиваться в город, понял, что не только туристические, есть улицы, на которые туристы вообще не ходят, несмотря на то, что Флоренция очень маленький город по площади. Очень сильно в понимании города помог мой хост Энрико. Он родился в этом городе, и он очень сильно любит свой город. Он мог бесконечно рассказывать мне о каких-то заведениях, барах, ресторанах, где можно сходить в городе. Кстати, песня, которая играет в фоне, я про нее вообще узнал, когда я пришел на кухню, а я снимал только комнату, не квартиру целиком. И
мой хост просто пел эту песню на всю квартиру, подпевая музыки с ноутбука. Это я на крыше собора Санта-Мария-дель-Фьоре, главного кафедрального собора во Флоренции, собственно, символ города, виден отовсюду. Еще я решил поиграть с зумом вечером на камере и проиграл. У меня не профессиональная камера, это travel камера, но именно благодаря ей получилось сохранить такие вот воспоминания о городе. Entri in me come svaniscono gli aerei in cielo, dove le voci finiscono inghiottite, come il respiro che lasci sul cuscino. Изнутри Санта-Мария-дель-Фьоре не представляет ничего каким-то образом интересного, несмотря на то, что он очень большого размера. Ну и что там, очень классный потолок с 9 кругами ада. Билет на собор включал в себя также посещение колокольной башни. Вот, собственно, с нее виден очень хорошо город и сам собор. Но больше всего, конечно, меня впечатлил музей Санта-Мария-дель-Фьоре. То, что вы видите, это комната с реликвиями, и это какие-то статуэтки, в которых находятся настоящие кости. Первый и последний день во Флоренции, и в этот день приехала Алина, и весь день было очень пасмурно. Мы потеряли надежду увидеть хоть что-то, и потом случайно в окно увидели вот это. И выбежали на террасу посмотреть. И вот так вот сразу же на следующий день мы отправляемся в следующий город. Лукка. Это маленький красивый средневековый город в Тоскане. Выбрали его абсолютно случайно. Наш хост во Флоренции говорил нам, что тут нехер ловить больше одного дня, но мы поехали на 5 дней и, в общем-то, не пожалели. Сейчас это довольно маленький городок, но когда-то он даже соревновался с Флоренцией за звание главного города Тосканы. Мы поселились на самой известной площади города, площадь Амфитеатр. Тут все дома располагаются в таком эллипсе вокруг этой площади. Город очень хорошо сохранил свое средневековое наследие, и до сих пор его окружают очень толстые крепостные стены.
Город небольшой, но вся историческая часть, она очень интересная от начала до конца. Мы обошли, наверное, буквально каждую улочку в этом городе. После Флоренции был, конечно, очень большой контраст, потому что здесь вообще нет туристов практически. На выходные приехало каких-то 2,5 туриста, которые гуляли по самых туристическим улочкам в городе, и все. Вообще, мы изначально очень угорали перед поездкой, потому что город маленький, и мы шутили, что можно увидеть все достопримечательности, если просто смотреть по сторонам, пока идешь от вокзала до дома. Но в реальности оказалось не так, и городу было нас чем удивить. Все дни мы очень много гуляли, залазили на все башни, никуда не спешили и просто наслаждались жизнью в таком вот местечке, где, можно сказать, застыло время. Вот эта аллея с этими деревьями находится на, собственно, крепостной стене. И вот такая стена окружает по периметру целиком весь город. Pensato a cosa sei, per me sai cosa sei, qualcosa che non sai nemmeno te. Ho pensato tutta notte a noi ma non lo so, chi sei per me per oggi, chi se ne frega. La barba ti piace ma se ti bacio fa male, vengo dalle... Кстати, я сейчас обратил внимание, что в первом доме во Флоренции я не смазал ни одну дверь. И вот мы снова во Флоренции. Мы дали городу еще один шанс, потому что все-таки Флоренция — это не такой город, который можно увидеть за выходные. Новая квартира была маленькая, к сожалению, я ее забыл снять, и снималась исключительно ради вида с террасы. Это непосредственно наша терраса. Тупо по максимуму облюбовали собор Санта-Мария-дель-Фьоре со всех сторон. Una donna che amo, facciamo l'amore ore e ore, oh oh. Ogni volta che amo una donna che scopo, parliamo di qualcosa. Fatti un giro con me, sopra il mio nuovo Range, il tempo scorre veloce quando sono con te. No, non riesco a fermarmi finché non è troppo tardi, vado a letto alle 6. E non so dove sei, non so più dove sono, mentre scattano i flash, io ti usciamo dal bed. Итак, мы на полной скорости несемся в следующий город, однако продолжение поездки будет в следующем видео. Я решил его разбить на две половины, и во второй половине будет про продолжение путешествия по городам Южной Италии.
Надеюсь, следующее видео выйдет с задержкой поменьше. Ogni volta che amo una donna che scopo, parliamo di qualcosa ore e ore. Всем спасибо.